Знакомьтесь, это Марина. Кажется, Марина что-то задумала. Пора в Стамбул. Марина у нас путешественница. Что ж, давайте покажем ей, как можно с интересом провести время в городе. Стамбул хорош в любое время года, но весной он особенно прекрасен. Утром Марина может начать с прогулки по площади Султан Ахмед. Здесь рядом находится голубая мечеть, площадь с древними памятниками, подаренной Византии еще в начале первого тысячелетия, и большая мечеть Айя-София, которая раньше была христианским храмом. К сожалению, Марины попасть в голубую мечеть не удалось, там были большие очереди. Ну и ладно. Айя-София была построена в VI веке нашей эры во времена Византийской империи. В 1453 году Константинополь был захвачен Османской империей, и собор был обращен в мечеть. В апреле 2026 года можно купить билет и полюбоваться внутренним убранством и росписями на стенах. Некоторые росписи остались со времен христианства. Такое видео о Стамбуле и без кошек, но о них мы расскажем чуть позже. В районе Султан Ахмед есть еще и замок с парком внутри. Отличное место для прогулок. Правда, туристов здесь очень много. Совсем рядом с мечетью Айя-София находится базилика Цистерна. Это крупное подземное водохранилище, которое строить начали еще во времена IV века нашей эры, а закончили в 532 году. Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки. У двух колонн в основании лежат головы медузы Горгоны. Исследователи предполагают, что перевернули их при строительстве, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза чудовища. Доподлинно неизвестно, откуда привезены были эти головы, но страха они внушают. Кажется, Марина что-то задумала. А коты в Стамбуле дружелюбные? К счастью Марины, в Стамбуле очень много кошек, и большинство из них дружелюбные. Коты и кошки тут повсюду. У мечетей, в парках, на ступеньках, возле кафе и даже внутри. Они – часть атмосферы города. Можно вечность просто гулять и гладить котов и смотреть, куда еще они смогут залезть и где притаиться. История знает только легенды, почему так много бездомных кошек на улицах города, и исследователи остановились на более практичной причине этому факту. Кошки способны контролировать популяцию крыс, разносящих различные инфекции. Жители Стамбула очень любят бездомных кошек. Хотя кошки в большинстве своем независимы, жители заботятся о том, чтобы им было достаточно пищи и ухода. Многие люди выставляют маленькие домики или коробки перед своими дверьми, позволяя уличным кошкам найти укрытие в холодные месяцы. Власти города также приняли меры для защиты и поддержания популяции кошек города. Существуют передвижные ветеринарные клиники и местные благотворительные организации, предлагающие бесплатные и недорогие услуги для стерилизации, кастрации и вакцинации кошек. Местное правительство даже установило кормушки для кошек в общественных местах, чтобы обеспечить им доступ к свежей пище и воде. Хочу сбежать от городской суеты. Я соглашусь с Мариной. В городе действительно суетливо и шумно. Думаю, Марина обрадуется, что недалеко от Стамбула есть Принцевы острова, куда туристы и местные жители уезжают, чтобы провести выходные в спокойствии вдали от городского шума. Путь до Принцевых островов займет от 1,5 до 2 часов в зависимости от того, с какой станции вы начинаете свой путь. Места на пароме на вес золота. Кажется, что в этот раз вместе с Мариной на острова поехать захотела половина жителей Стамбула. Ну что ж, зато не скучно.
На этом острове, как и на остальных, мало транспорта, а потому местные жители и гости предпочитают велосипеды, чтобы объехать его и полюбоваться видами с вершин. Марина предпочла спокойную прогулку в этот раз, чтобы насладиться архитектурой домов и маленькими красивыми улочками. Кажется, Марина нашла себе досуг по душе. Кто же выиграет? На островах отдохнули, теперь можем и в город вернуться. Марина знает, что Стамбул – это город на двух континентах – Европе и Азии. И Султан Ахмед находится как раз на европейской части, и там мы уже побывали. Поглядим, как можно провести время в районе улицы Истикляль. Истикляль – это популярная пешеходная и торговая улица, где расположено много бутиков, кофеен и заведений с едой и турецкими сладостями. Можно даже наткнуться на католическую церковь, чем только не удивляет Стамбул. А вот и Галатская башня. Отличное место, чтобы посплетничать с подругой. Такая же прогулка по Стамбулу и без пахлавы. Марина решила заглянуть в ближайший магазинчик. Будьте уверены, Марина насладилась чизкейками. Марине определенно нравится Босфор. Кажется, она снова что-то задумала. Точно! Марина поехала на пароме на азиатскую часть Стамбула, чтобы сравнить, чем же она отличается от европейской. Переправа на пароме – отличная возможность передохнуть от городского шума. Азиатский Стамбул спокойнее, чем европейский, это точно. Тут меньше туристов, меньше толп, есть красивая набережная. Кажется, туристы просто забыли про азиатскую часть. И это даже хорошо. Марина решила посетить ботанический сад, который построили прямо посреди крупной развязки в центре азиатской части. Сад разбит на несколько зон, именуемых островами. Все участки соединены подземными туннелями, над которыми проходит оживленная автомобильная трасса. Острова парка не похожи друг на друга. Один из них представляет собой большой лесной массив с тропинками, на территории другого расположен водоем с утками и гусями. Третий привлекает туристов множеством деревьев сакуры. Чтобы обойти весь сад, может потребоваться не один час. Марина возвращается в Европу, снова паромом. Ее ждет красивейший закат. Зная Марину, можно быть уверенным, что у нее есть какие-то планы на вечер. А теперь на концерт. Хочу еще погулять. Вы поглядите, какая энергичная Марина. Что ж, если у нее остались силы, то вечерний тур на корабле по Босфору – прекрасная возможность завершить прогулку по Стамбулу.
еще это отличная возможность посмотреть на ночной Стамбул. Хорошее время, чтобы запланировать следующую поездку в этот чудесный город.